Всем привет! Это канал Annie Nails, и в этом видео я хочу показать вам, как сделать укрепление, которое будет точно держаться, а именно укрепление на коротких ногтях. И это на самом деле достаточно сложная тема в плане укрепления коротких ногтей, когда вы не хотите длину. Как сделать так, чтобы все хорошо проносилось и ваш материал не скололся, не было отслоек. В этом видео я решила прям реально подробно разбирать каждый этап, поэтому я думаю, что после этого видео у вас все получится. Для начала мы должны посмотреть все этапы, которые помогут нам подготовить ногти к покрытию. И давайте начнем с первого. Мы отодвигаем кутикулу. И делаем это аккуратненько для того, чтобы нам нужно просто приподнять кутикулу, отсоединить все, что прилипло к ноготочку. И это нужно для того, чтобы фреза не цеплялась и не пропилила вашу ногтевую пластину. Вот, мы поэтому очень аккуратненько апельсиновой палочкой либо пушером отодвигаем и прочищаем, чтобы фреза не тормозилась и не делала пропилов. И уже далее мы приступаем к какому-то маникюру, да, аппаратному, допустим, и берем фрезу. У меня синие насечки, вы можете взять красные насечки, все зависит от грубости вашей кутикулы. Я беру синие насечки и аккуратненько все прочищаю. Сначала двигаюсь в одну сторону, 5 пальчиков сделала, переключилась и уже прочищаю другую сторону. Также боковые валики и тому подобное. Самое главное здесь убрать птериги, убрать все лишнее с ногтевой пластины, потому что в этом плане здесь очень важно именно убрать всю кожицу, потому что у нас может пойти отслойки именно в этом плане, когда у нас не дочищен маникюр какой-то, не доделано, что-то осталось, какая-то кожица, и потом от нее и пойдет отслойка дальше. Поэтому обращаем внимание на то, как вы делаете маникюр. Если у вас отслойки идут от кутикулы, то скорее всего вы делаете плохой маникюр, не дочищаете что-то, и у вас как раз потом там появляются отслойки. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание. Далее, уже после того, как мы прочистили с одной и с другой стороны птериги, мы берем такой микрофончик. У меня красные насечки, потому что синий для меня будет уже грубоват, но если вам нужно, берите синий и уже прочищаем, то есть именно срезаем кутикулу. Приподнимаем изначально в первом проходе, а во втором проходе уже стараемся ее отрезать. И также я еще могу пройтись и зашлифовать кожу этой же фрезой. Самое главное, работаем только по коже. Далее мы берем шлифовщик, если он у вас есть. Им получается намного чище маникюр, то есть мы им прям зашлифовываем все торчашки, которые нам будут мешать и портить вид. Поэтому проходимся, уменьшаем обороты, проходимся аккуратненько и шлифуем. И, кстати, если вы до этого еще не сделали, не забафили поверхность, то обязательно забавьте. Я делаю это пилочкой, и делаю я это грубой пилочкой, потому что нам нужно приподнять чешуйки. Единственное, я сильно не надавливаю на ногтевую пластину, буквально по поверхности прохожусь для того, чтобы убрать глянец. Самое главное убрать глянец. Если у вас плохой бафик, он уже плохо бафит, то лучше его не использовать. Он, возможно, не настолько хорошо приподнимет чешуйки, и у вас будут отслойки. Конечно же, после этого хорошенько убираем пыль. Смотрим, все ли у нас качественно убрано. И далее уже обезжириваем ноготочки. Если вам не хватит клинсера, то вы можете еще пройтись дегидратором после клинсера. Мне этого было достаточно, поэтому наношу праймер. У меня праймер бескислотный, сушится на воздухе 30-60 секунд. Я наношу, не доходя до кутикулы, чтобы ее не залить. Потому что достаточно жидкая консистенция, она может сильно залить в кутикулу.
Далее я наношу базу, в данном случае у меня классическая база от Эми, но можно использовать каучуковую, просто наносить ее втирающим слоем. Ну а классическую я наношу просто в тонкий слой, не обязательно втирающим, потому что она хорошо распределяется и будет хорошо все держаться. И тут самое главное довести базу именно под кутикулу, хорошенько все прокрасить, потому что это самый главный основной слой, который будет буквально от него все будет зависеть. Главное, чтобы мы реально покрыли все базой. Если вы не доводите ее до кутикулы, обязательно пройдитесь тоненькой кисточкой около кутикулы и смотрите, чтобы она не залилась в кутикулу. Тоже это очень важно, и после этого могут быть тоже отслойки. Короче, смотрите, чтобы не было затеков и было хорошо все прокрашено. А сейчас на планшете хочу вам показать вообще, как сделать именно укрепление гелем на короткие ногти. В этих вот зонах, которые я сейчас отмечаю, нам нужно сделать просто минимальное покрытие. То есть это самая минимальная будет толщина наших каких-либо материалов. Допустим, это акригель, либо это гель. В данном случае это гель. Далее, в этом месте у нас должно быть покрытие, то есть тут не должно быть минимального, здесь должно быть среднее покрытие, то есть здесь должно быть среднего количества материала. Если у нас здесь будет очень маленькое количество материала, скорее всего, все будет там скалываться. Вот в этих зонах у нас, можно сказать, самое большое количество материала, потому что это короткие ногти, здесь у нас больше всего материала будет. Это я вам наглядно все показываю, чтобы потом при нанесении геля вы уже понимали, где я наношу больше, где меньше. Возможно, вам просто будет плохо видно, а на схеме будет более понятно. И далее давайте покажу вам, в чем преимущество, что нужно делать, когда у вас короткие ногти. Вот у нас такое вот покрытие сделано. И около кутикулы, заметьте, я вообще почти 0 материала наношу. Это мы представим примерно визуально. И сейчас самое главное, что вот у нас идет ногтевая пластина синим цветом, а искусственный материал розовым цветом. Вот видим, что ногтевая пластина идет под искусственным материалом. То есть мы должны сделать так, чтобы искусственный материал был на самом кончике и защищал наш ноготок. Как это сделать? Мы нанесем гель, большое количество будет именно в той зоне, где я показала до этого. И далее мы уже пройдемся пилочкой после покрытия и уберем свободный край с кончика для того, чтобы высвободить именно искусственный материал, чтобы он был там в толщине и не было отслоек. То есть все механическое воздействие и шло именно на искусственный материал. Он принимал на себя все удары. Сейчас покажу вам. Вот, допустим, это ногтевая пластина натуральная. А вот здесь, как обычно, всегда накладывают гель, он проходит по краю. То есть он часто скатывается с края и вот получается вот таким вот образом. То есть у нас натуральная ногтевая пластина идет с краю и берет на себя все механические воздействия. И поэтому в этой зоне у вас обязательно будут образовываться отслойки. Когда у вас ногтевая пластина отсоединяется от искусственного материала, это значит, что искусственный материал, он жесткий, а наша ногтевая пластина, она мягкая. И если она берет на себя все удары, то она гнется, либо после ванны она гнется и, естественно, отсоединяется от искусственного материала. И тут уже никакая база вам не поможет. Вам все-таки нужно убрать свободный край свой натурального ноготка и освободить искусственный материал. То есть сделать именно его в преимуществе, чтобы именно он принимал на себя все удары. Даже если это будет миллиметр или меньше миллиметра, но в любом случае это уже будет лучше, чем у вас будет торчать ногтевая пластина именно натуральная. Далее я покажу, почему происходят отслойки в этой зоне. Как я говорила, что это может быть плохой маникюр, но еще есть одно но, которое тоже может привести к этим отслойкам. Это неправильное нанесение геля. Если мы наносим гель и распределяем так, что именно в этом месте около кутикулы где-то 2 миллиметра примерно отступ. Если вы там начинаете делать большое количество геля, то есть у вас там достаточно большой объем геля, то это приведет к отслойкам. Поэтому делайте минимальное количество материала там.
потому что у вас так будет незаметно срастать, и, в общем, там не будет отслоек. Поэтому старайтесь делать там минимальное количество геля. Там нам укрепление не нужно там делать толщину, не нужно нам там защищать ноготь. Я сейчас покажу вид сбоку, чтобы вы примерно понимали, как это все выглядит, и меня как бы поняли и запомнили. Вот наш ноготок. И представим, что материал мы наносим вот таким образом. Я часто замечаю, что у многих нанесен материал именно таким образом. И вот в этом месте у нас очень много материала. И это неправильно. У нас так будут отслойки. Как правильно нанести? Это когда у нас будет около кутикулы почти не будет материала искусственного геля. И весь объем уйдет на кончик, но тоже не сильно много, то есть все-таки все должно быть в пределы нормы. То есть примерно вот такое нанесение геля должно быть. Естественно, равномерное покрытие. Запомните, если вы нанесете около кутикулы минимальное количество геля, это будет реально очень хорошо, и у вас не будет там отслоек до 100%. И сейчас я покажу, вот я беру на свою кисточку синтетическую плоскую немного геля. Как видите, я сняла лишнее и сейчас наношу на свой ноготочек. И нам нужно тоненько нанести, то есть мы втирающим слоем наносим сначала гель, распределяем, делаем, так сказать, мокрый пол на своем ноготочке, и далее уже начинаем добавлять какой-то объем. И как я говорила, что больше объема у нас будет именно в зоне около краешка, и сводим на нет около кутикулы. Это именно на короткие ногти так работает, именно на коротких ногтях так мы и делаем, для того, чтобы все держалось. Аккуратненько распределяем все, чтобы выровнять гель, чтобы не пилить потом. Помогаем себе тоненькой кисточкой. Если у вас гель с края ноготочка убегает, то вы его обратно возвращаете и подсушиваете быстренько, чтобы он у вас никуда не утек. И также не забывайте, что около боковых сторон у нас тоже должен быть гель, а именно ближе к свободному краю. Так мы проделываем со всеми ноготками. Я думаю, сейчас вы принцип поняли, как укреплять ногти. Думаю, тут сразу, как я наношу, все вам сразу стало понятно, когда я вам объяснила. И вот таким образом мы покрываем все ногти, мы делаем больше объема в той зоне, в нижней, да, и сводим на нет около кутикулы. Этот объем около, так скажем, края ноготка нам необходим, потому что мы еще будем подпиливать край, и еще немножко уйдет длины. И у нас освободится, так скажем, искусственный материал, и не будет свободного ноготка внизу. Но это будет буквально миллиметры, меньше миллиметра даже. Поэтому нам главное просто, чтобы именно искусственный материал брал на себя весь удар. И укрепление, по сути, это нам нужно только с краюшку, потому что защитить нам нужно только край от ударов. А около кутикулы, конечно же, все будет держаться, если вы сделали хороший маникюр и не залили под кутикулу свой гель, не сделали каких-то затеков, то все будет замечательно держаться. И, кстати, в некоторых случаях я показала, что сначала, если вы не умеете правильно распределять гель, для начала можно нанести на сам краешек немного геля, посушить и потом уже нанести на весь ноготок тонким слоем. И у вас получится, что весь объем, больше всего объема будет именно на краю. И, кстати, на моем канале уже 20 тысяч подписчиков, чему я очень рада и поздравляю всех вас. И, конечно же, все это благодаря вам, моим подписчикам. Я очень этому рада. И всем хочу сказать спасибо, что вы меня поддерживаете, смотрите, ставите лайки. Это очень сильно меня мотивирует.
И далее, после того, как мы нанесли гель, нам нужно снять с него липкость. Меня все время спрашивают, нужно ли снимать липкость. Да, нужно обязательно снимать липкость с геля. Если это база, то не обязательно, но если это гель, то, конечно же, обязательно мы снимаем липкость. Далее, уже после этого мы приступим к дизайну. И как раз давайте я вам покажу, что вот видите, около кутикулы у нас просто нету почти материала. Он сведен на нет, а на кончике больше всего материала. Но при этом это не прям большие какие-то плюшки, которые будут мешать или портить вид, или создавать очень такой большой объем на кончике. Нет, это именно вот в нормальном состоянии. Не нужно там слишком много наваливать. Там где-то толщина в 2 мм максимум. Это максимум. И вот такой вот ноготок получается. И потом уже, когда мы подпилим краешек, у нас выровняется ноготок и будет выглядеть все замечательно. И сейчас я вам покажу, как я подпиливаю краешек. Я прохожусь по бокам совсем немного и начинаю пилить. Держу немного под углом пилочку, и далее я совсем завожу под ноготок. Тихонечко подпиливаем сам натуральный ноготь. А натуральный ноготь у нас где? Он у нас под ноготком. То есть снизу мы выпиливаем свободный край натурального ноготка, и у нас остается искусственный материал. И немного мы проходимся по бокам, как раз освобождая тоже там длину, то есть у нас там именно больше всего материала будет, как раз не будет тонкости в этом месте, у нас будет достаточно материала, и все будет хорошо держаться. Поэтому по бокам тоже проходимся, и главное не перепилить точки роста. Следите за этим. И как видите, все сейчас смотрится достаточно хорошо, ровно и красиво. И далее, для того, чтобы приступить к дизайну, я наношу очень тоненько базу, которая будет розового оттенка. Она полупрозрачная, и эта база очень хорошо наносится в тонкий слой. Я наношу максимально тонкий. Не забываем, что в данное время нам не нужен объем около кутикулы. Стараемся там тоненьким слоем прокрасить равномерно и оставить это так. Главное, не делайте толщину, не добавьте толщину базы, не добавляйте толщину топом. Старайтесь делать все в тонком слое. И в данном случае я буду делать именно корейский такой дизайн, и, конечно же, он подразумевает тоже какую-то толщину, но это будет именно дизайн, и он не будет как-то влиять на ноготок. Самое главное, что именно сам ноготок покрыт гелем, именно плотным, да, жестким гелем, который будет держать на себя удар весь, вот. Он у нас на краю, а все, что сверху, там дизайн, он нам не помешает. Я делаю такую полупрозрачную подложку, делаю такой кружок полупрозрачный. Я смешала просто нежно-розовый, такой неоновый нежно-розовый оттенок с топом, и у меня получился вот такой цвет. Я наношу кругляшочек этот на ноготок и сушу. Главное, чтобы он был такой равномерный, без проплешин. Аккуратненько выпрямляем, распределяем. Можно даже перевернуть ноготок, чтобы сцентровать это все. И сушим. Вот такие кружки получаются. А далее уже мы добавим более яркую точку сверху, она тоже будет смешана с топом, это не прям яркий оттенок, тоже смешиваем с топом, только добавим в ту же лужицу, которой мы мешали вот этот цвет, добавим больше розового оттенка, и у нас получится более яркий оттенок, и добавим его посередине, тоже просушим, и у нас уже после того, как мы покроем все топом, будет создаваться ощущение такого градиента. Я вдохновилась такими корейскими дизайнами, которые полупрозрачные. В общем, мне это очень понравилось, и я решила воплотить на своих ногтях. И далее я нанесла топ без липкости глянцевый. Делаю минимальное выравнивание, буквально минимальное. Нам здесь не надо выравнивать ногти, уже давно все отказались от идеальных бликов. Нам нужно просто покрыть ноготок, и чтобы он был относительно ровный.
И далее после топа мы еще раз проходимся по ноготочкам, для того, чтобы обновить свободный край, мало ли топ куда-нибудь там затек, и в общем так у нас краешек получится еще более аккуратный и красивый. Можно вообще в самом конце проходиться по краю, то есть не нужно было до этого, я просто вам показывала. Можно в самом конце после топа проходиться и подравнивать длину, так скажем. Вот такие ноготочки у нас получились, интересный дизайн и классное укрепление, которое точно будет держаться на ваших ногтях. А это все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем пока-пока! As you fade away, yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden